Всем привет! Всем привет! Всем доброго дня! Да. Мы сели позавтракать. Я сварила молочный супик. София меня попросила. Сейчас будем кушать, смотреть Звезды в Африке. «Звезды в Африке». Вот. Потом София будет заниматься. Сегодня у нас крайний учебный день. Да? Завтра, я так думаю, наверное, у вас не будут занятий. Вот, а сегодня есть денечек там, если что, надо подправить. Соф, это что, грязно на стенке? Вот это? Да. Да. Блин, я что-то смотрю, не пойму, откуда это. Ладно, потом я это протру салфеткой. Вот, значит, вот такие дела. Кстати, ездили в магазины, мы вам не снимали, потому что, ну, вообще, народу, это ужас. Мы приехали, когда в галерею. Там народу столько просто. Чтобы зайти в торговый центр, показывают же QR-коды. Там очередь просто вот как в мавзолее, ей-богу. Там народу начинает стоять еще с улицы. Вот. Прогулялись там. Ничего, никакого выбора нет вообще. Мы с Софией были разочарованы. Я себе ничего не купила на Новый год. Вот. Но Софии купили куртку, купили сапоги все-таки. Но у нас, знаете, такое произошло. Мы в галерее нашли куртку, а за сапогами мы поехали в Мегу, в Адыгею. Нам сказали, что типа здесь такого размера нет. У Софии в прошлый раз мы покупали сапоги, был 28 размер. В этот раз 29 маленькие, 30 нормально. И то мы мерили на такой обычный носочек, ну не толстый. Вот, если вот будет холодно, она будет такие плотные колготочки надевать, я не знаю, нормально ей будет или нет. Так что такие дела. Сейчас как раз мы покушаем, София будет заниматься уроками до конца. А я побегу, отдавала сапоги, чтобы их прошить. Потому что как-то посмотрела, я боюсь, у нас дожди. Эта неделя вся в дождях, на Новый год дождь показывают. Потом 1 января, по-моему, снежочек, что ли, потом опять дожди. Вот. И я, короче, боялась то, что это... Ну, когда в дождь она будет ходить в сапогах, что они быстро расклеются. Вот. И я дала их прошить. Вот. Сейчас надо побежать их забрать, потому что они уже готовы, мне написали. Тут как раз недалеко через дорогу. Так, ну все, надо уже кушать, пока не остыло, потому что горяченький супик, он вкуснее намного. Так, всем тоже приятного аппетита, кто кушает. Да. Всем хорошего дня или доброго вечера. Да. София там пока повторяет правила, которые сегодня ей нужно сдать. У нее 2 правила осталось. По-моему, основа, что такое, и окончание. Она там сейчас с Ирой, с бабушкой повторяет. Так, а мне нужно проверить упражнение 276, которое она сделала. Так. У нас сегодня первого урока нет. Вот. Сейчас она перепишет, я проверю, и будем в школу собираться. Она сегодня захотела пешком пойти. У нас на улице пасмурно. Вчера дождик лил. Сегодня, правда, нет. Но на улице плюсовая погода. Плюс 10, по-моему. Вот. Она пойдет в школу. А я пойду заберу сапоги. Мы уже готовы? Стой. Повернись. Сделала сегодня вот такой бантик. Надо было вот сюда вот сделать. Ну ладно. Резиночки. Это у нее волосы короткие. Мешают ей постоянно. Все. Ты готова? Да. Давай. Бежим уже. Надо было давненько выйти. Мы чуть-чуть опаздываем. Не на урок, а на это. София сегодня дежурная. Они перед уроками убираются. Наша елка. Как будто и не зима далеко, а весна, если честно, прям очень тепло. Мира мне показала на улице, как у них прям, ну, где-то вот столько снега лежит. Снег, ну да, я видела снег у них, а у нас нет. А у нас на улице весна, прям очень тепло. Даже ветра нет, кстати. Мальчишки, наверное, тоже уже вышли. Что-то нет, мальчишек, наверное, уже ушли. Пойдем быстренько, там светофор. Сейчас, наверное, уже загорится. Так, Софию сейчас чуть провожу, сама побегу за... Ой, какие красивые. Побегу за сапогами.
Правда, у нас грязь такая, ужас прям. До школы пока дойдешь, как свинюшка будешь. Еще ничего не успела высохнуть. Так, Софушка, все, я буду поворачивать. Вот здесь вот. Давай, целую тебя. Давай. Наберешь мне, хорошо, как в школу придешь? Давай. Только аккуратно, зай, хорошо? Ну, посмотрите, какая у нас трава здесь. Зеленая-зеленая, такая какая-то бархатистая. Привет. Мам, у меня для тебя сюрприз. Для меня? Да, я сегодня привезла вот этот пакетик, там сладости. Это мы со Светом поспорили, кого больше назовут. Вот, и он сказал, что меня 10 раз, наверное, назовут. Поспорим? Но мы поспорили. Вот, его так назвали 7 раз, и он мне сегодня принес это. А там для тебя сюрпризик, ну, сладости. Для меня? Да. Почему, если тебе подарили, а я тут Я при не чем? знаю, я хочу себе приносить. Кстати, он написал тебе в WhatsApp, ты не читала? Нет. Он приглашает тебя в кино. Потом зайди, вот сейчас переоденешься, и он там тебе написал. Он мне сегодня говорил, когда мы с тобой дежурили, он мне говорил, ну что, ты пойдешь со мной в кино? И я сказала, что тебя спрошу. А, хорошо. Надо спросить, когда в кино, а то на Новый год это не знаю. Вот хотела спросить, забыла. Ну, напишешь ему, он тебе ответит. Как в школе дела? Ты нормально правила ставить, вот эти 2 сдала. Все, теперь ничего сдавать не надо? Не надо больше ничего. По окружающему миру подходила и что не говорила? Подсходила, мне сказала, что уже больше ничего нельзя сделать. Ой, ужас. Понятно. Уже ничего нельзя сделать. Ну, ладно. Нельзя так нельзя. Спотела так. Ой, а что у тебя бант наперекосяк? Ладно, давай, все, переодевайся. Библиотека нам сегодня вызывал нас, и там надо было подпись поставить. Там кто знает, там, как дорогу переходить, что такое гололед. Вот я подписала, и я сказала, вот мне нравится, когда ты с такими бантиками приходишь. Ясно, понятно. Все, давай, ладно, переодевайся. Кушать уже готово. Мы сели поужинать. Приготовила сегодня я куриную печень. Купила в хуторе сегодня, не стала в агрокомплексе покупать. Вот. Я вчера приготовила печень. Вот. Без гарнира. Соф, аккуратненько. Без гарнира. Просто ее потушила вот, с лучком. Думала, что я поем, потому что София, не любит ее. Вот, и это... Она говорит, нет, мам, я покушаю. Я говорю, я гарнир не приготовила, только печень. И мы вчера с ней так хорошо ее покушали, прям вообще. С лучком, с хлебушком. Прям Софии тоже очень понравилось. Короче, да, макаю очень вкусно. Угу. Вот, и это. И сегодня, я еще раз ее захотела. Говорю, София, если я приготовлю, ты будешь кушать? Она говорит, да. А я говорю, гарнир делай там, я не знаю, что-нибудь. Гречку, вермишель. Она говорит, нет, не надо. Просто, говорит, так покушаем. В этот раз побольше водичку сделала, чтобы можно было помакать. С лучком, с хлебушком. Прям не знаю, что-то последнее. Это прям очень охота. Печень. Покушать надо. Сидим, смотрим Comedy Woman. Что-то сегодня рекламу увидела. По-моему, перед Новым годом, да, будет показывать целый день. И думаю, надо глянуть. Давно не показывают, они же распались уже. Вот. Думаю, посмотрю. Мы с Софией очень часто смотрели. Интересно. Так, ну все, мы будем кушать. Всем тоже приятного аппетита, кто кушает. Доброго вечера. У нас за окном. София, кстати, дождика нет? Соф, Да. на улице дождика нет? А снега? Нет. Тепло? Не тепло даже. Тепло? Нет. Нет, не тепло. Но сегодня, когда Софию я проводила и пошла за сапогами, было очень жарко, если честно. Я ж прям вспотела. Плюс 13 или 11 было у нас. София, кстати. Соф, я забрала сапоги. Тебе их там хорошо прошили. Сейчас покушаем и покажем куртку и сапоги. Что-то, мне кажется, сапоги-то ладно, натаскать будет. А вот куртку купили пуховик такой удлиненный. И перо там гусиное или утиное перо, я уже не помню. Но он такой, знаете, тепленький. И что-то я такая думаю, зачем мы его купили? Я смотрю, у нас весь декабрь теплый. Вот. Январь, не знаю, какой, конечно, будет. Посмотрим. Может быть, в январе будут холода. Я так думаю, в любом случае холода будут. Мы уже покушали.
Я сейчас... Какие волосы. Я сейчас набираю ванну, хочу полежать. Что-то так захотелось посмотреть фильм «Красотка». Сейчас включу, буду смотреть. Вот. «Красотка». Да, нравится мне этот фильм, интересный. Попросила Софи, чтобы она перебрала сухие вещи, которые уже высохли. О, Вот. какой язык. Так, ну, значит, уроки Софи делать не надо. Завтра будет физкультура и английский. По английскому писали контрольную. Им ничего не задали. А, София, пакетик, давай показывай, что в пакетике. А куда пакетик положили? Я уже пакетик убрала. Вот что. Вот это вот мне подарил Арсений. Так, тебе подарил Арсений. Так, это такая лента сладкая. Я помню, что мы сладкие заходили, эта лента была там. Да. И вот А что это. такое? Попробуй Это тоже. мистер удлинитель. Я чуть попробую. Подожди, с кислой... Блин, подожди. С кислой пудрой жевательная резинка. Я попробовала, помнишь, мы в сладком покупали вот такую, но только она была не кислая. А вот это я попробовала чуть-чуть, она такая кислая. Ты любишь кислое, ты ешь. Да? Да. Хорошо, я Ты такая попробую. вафля в школу. А, в школе довольно, это понятно. Так, а это маршмеллоу, да? Да, если написано для кофе, ну, можно кофе вот добавлять, а я буду в какао добавлять. Ну да. Ой, ну спасибо большое Арсению, прям вообще. Такой мальчик, молодец. Надо тоже ему что-то на Новый год подарить. Ча. Давай мы с тобой завтра, после, как у тебя английский закончится, вот ты занимаешься с репетитором, и мы с тобой пойдем, вот наш пупс называется, вот, и там что-нибудь посмотрим, и ты ему подаришь. Ну, не надо на стенку. Так, давай покажем эти сапожки и курточку. Принеси мне сапожки. Так, вот такие мы купили сапожки. Они не белые, такие молочного цвета. Вот их прошили. И теперь мне парень сказал, говорит, все, не переживайте, дождик, не дождик, они точно не расклеются. Я хотела, знаете, купить какое-нибудь еще средство, чтобы попрыскать. Я Софии черные так делала. Ну, чтобы влага отталкивалась. Он сказал, что не стоит. Это, говорит, тоже такие средства, говорит, они портят, ну, кожу. Ну, это не кожа, это, короче, натуральная кожа. Понятное дело. Вот. Вот, чтобы нам прошили 2 сапога, стоит 500 рублей. Ну, я думаю, что это нормально. Ну, посмотрим. Правда, вот я переживаю, они классные, я не спорю. София спортивным костюмом их померила. Все прям офигенно. Но вот то, что они светлые, как София будет ходить, я вообще не представляю. Вот эти вот носы, чтобы она их не побила. Ну, ладно уже. Ну, потому что вообще ничего не было, если честно. Я даже не знаю, что брать. Так, а вот он наш пуховик. Взяли в Заре. Мы не прям такие, знаете, все, только Зара. Нет. Вот, не такие фанаты. Просто, если честно, в других магазинах мы были в Гулливере, в Детском мире. Кияби, по-моему, называется. Кияби, по-моему, тоже называется. Вот ничего не нашли, вот честно. Вот шапку и снуд он называется, или шарф как, мы в Кияби взяли. В Гулливер зашли, вот, там была куртка, но она прям такая, знаете, оверсайз. Но это прям слишком, она у меня маленькая. Вот, и оверсайз, ну куда? Еще шубки, в принципе... Нет, София, такие штаны нужно внутрь заправлять. Или вот так, да, вот так оставлять. Чуть-чуть подальше отойди, София, я тебе во весь рост не могу снять. Мне нравится. Ну да, такая курточка, да, удлиненная. Ну, тепленькая, кстати. Я ее уже постирала, прочитала, как правильно пуховики стирать, чтобы вид свой не потеряли. Все нормально. Шариком. Да. Вот. Ну, короче, вот так вот. Правда, шапочка, видите, подтон чуть-чуть отличается от шарфа, потому что этот шарф, иди сюда, эта шапочка, она такая мягкая, как будто шерстяная. Не колет ничего? Нет, нормально, шерстяная. А это нет. Вот, мы вот такую шапочку наподобие мерили, таким же оттенком, вот, и Софии не понравилось, а это более мягче. Ну, ладно, ничего страшного. Ну, короче, вот так. Куртка у нас в этот раз светлая, не знаю, как она будет ходить, знаю Софию. Да вообще, в принципе, большинство деток в таком возрасте, как бы, не знаю, так как у нас постоянно частые дожди, боюсь, что куртка будет постоянно сзади заляпана. Но будем смотреть. Да? Да.
Получается, значит, мы зашли в Зару, увидели эту куртку, пуховик. Это новинка, вот. Их висело 3. И вот наш размер была большая, наш размер и меньше. Фокус-покус, у меня в карманах и в руках ничего нету. Засовываю руки в карман. Ну ты вообще прям фокусница. Вот, зашли мы в галерею в Зару. Вот. Вот этот пуховик сразу висел, новинка. Мы померили, мне понравилось, смотрится очень хорошо. Искали сапоги. Мы вообще на сайте смотрели такого, знаете, оливкового цвета сапоги мне понравились. Они были в магазине, но не было нашего размера. Да, кстати, повернись, София. Повернись ко мне. Смотрите, какой прям хороший капюшон. Все закрывает. Прям классно. Мне понравилось. В той куртке в черной у нас шея постоянно открыта, а тут будет все закрыто. Прям хорошо, комфортно будет. Можно прям без этого ходить. Без шарфа. Вот, и это. Нашего размера не было. Были или только маленькие, или большие. Вот. А нам нужен был 30 размер, потому что 29 маленький. Кстати, София купила туфли и ходит в них во вторую обувь в школе. 29 размер. Сапоги 29 размер были ей маленькие. Вот 30 размер. Простите, 30 размер. Вот. Ну, короче, увидела я эти сапоги. Вот, был 29 размер и были большие. И все. Я давай все искать, нигде не было. Подошла к девушке, говорю, девушка, скажите, пожалуйста, вот такие вот 30 размер. Она посмотрела, говорит, нет, у нас, говорит, закончились. Да, по-моему, одна пара осталась в Меге, торговый центр в Адыгее, в Меге. Мы с Софией пошли, всю галерею обошли, все детские магазины, спортивные детские магазины. Нашли куртку, пуховик тоже в Адидасе, но он стоит 12 тысяч. Но ткань такая, вы знаете, вот снег пойдет или дождь, все промокнет. Думаю, ну зачем такую делают? Это, блин, ну спортивный, как бы, ну должны, ну, водоотталкивающий там материал должен быть. Ну, короче, я нет. Я говорю, София, не буду за такие деньги покупать. Она постоянно у тебя будет мокрая, не пойдет. В спортмастере, блин, ну, короче, везде все детские магазины, все обошли. В полном итоге мы остановились на этой куртке в Заре, купили этот пуховик и поехали на такси быстренько в Адыгею. Поехали в Адыгею, забежали. Ну да, в Адыгею, в Мегу, да. Вот, приехали туда, быстренько побежали в Зару, подхожу к девушке, начинаю говорить про сапоги про эти, а она говорит, у нас таких нет. Я говорю, как нет? Мне, говорю, вот девушка в Заре, в галерею, да, сказала, что у вас остались они. Вы не представляете, она уже все, девушка говорит, да нет, у нас таких нет, я бы запомнила. Вот. Она говорит, может быть, раскупили? Я говорю, не знаю. Ну, потом, короче, она ко мне подходит, говорит, девушка, вот такие вот. Я говорю, да. Она говорит, да, у нас есть 30 размер, сейчас, говорит, я вам принесу. И приносит, София их меряет и говорит, мама, мне очень нравится. И вот так вот мы и купили сапоги. Я хочу пить. Я знаю, почему ты хочешь пить. Мы так с тобой сейчас и будем. Знаешь почему? Потому что с тобой лука объелись. А после лука всегда охота пить. Подсела, София нет, а я подсела на лук такой, знаете, называют его крымский. Он не просто круглый, а он как не вот такой, ну, он вот такой вот, только тоненький он, да. Вот. И он такой сочный, вкусный и не так сильно горький. Вот. Вчера с Софией целую луковицу съели, сегодня целую луковицу съели. И все, и после него теперь пить охота. Ну, короче, вот так вот мы купили Софии сапоги и куртку. Ну ничего, самое главное, купили, все, я спокойна. Теперь как-то София хочет сходить с Арсением в кино, надо теперь как-то узнать, получится у нас или нет. Завтра 29-е, завтра они идут пораньше в школу, у них 2 урока будет, и все. До 29-го, с 30-го у них начинаются каникулы. Вот. Не знаю, поедем в Волгоград, нет. Еще неизвестно, завтра Полина придет ко мне, девочка, ногти будет делать. Как раз Софию в школу провожу. Да, она мне ногти сделает. Хочу в этот раз... Ой, видите, как уже отросли ногти. Хочу в этот раз сделать красные. Красный, то синий, то зеленый вот сейчас. Теперь красный, а потом какой? Оранжевый или желтый? Оранжево-желтый будет летом. Сейчас не лето. Голубой. Снежинка, да? А снежинка голубая, что ли? Да.
Снежинка голубая? Да. Она белая. Снег-то каким цветом? Белый. А снежинка почему голубая? Голубая. Не знаю. Ну ты даешь. Я покрасила. Это, смотри, так, типа, снег на ногте лежит, а снежинка белая. Опа! Красота. Так, ладно, все, я пошла тогда купаться. Ты давай вещи перебирай. Ой. Хотела на Новый год сделать себе бровки. Опять. Вот, только пудровые буду делать бровки. Хотела губы себе сделать, тоже цвет придать. И хотела еще чуть-чуть увеличить прям. Ну, вот иди. Чуть-чуть хотела их увеличить. Ничего не получилось, буду после Нового года это все делать. Потихонечку. Да еще, видите, голос только потихонечку восстанавливается. Вот. А то хрипела как. Сейчас получше стала, начала пить противовирусные. Вчера пошла купила, вот второй день пью. Нормально. Все, я искупалась уже. София сидит там, сладости. Ты давай там много не увлекайся ими, хорошо? А я эту конфету вчера заморозила. Ужас. И вот это. А, чокопайку? Не буду так много себе показывать. Искупалась, сделала себе масочку. Так, достала свою красоту. Сейчас буду этим роллером по лицу делать, а там, который мне тут, который в морозилке хранить надо. Сейчас вот этим поделаю, а потом другим массажером. Что делала, пока я купалась? Ничего. Ничего. Так, вот эта штучка, вот, которой одной у меня нет. Разбитая пришла. Она у меня хранится в холодильнике, и когда я начинаю делать, я ее в морозилку минут на 5 ложу. Она такая холодненькая. Вот, масочка. И вот так вот я начинаю водить по лицу аккуратненько. Вот так. Этот момент мне нравится в фильме, когда она пришла в магазин за одеждой. Какая красотка стала. Красивая, да, Зай? Угу. А, вот такой момент, когда она первый раз пришла в этот магазин, ей отказали. Да, в этом отказали. Я могу вам помочь? Нет, спасибо, привет. Так, вы меня помните? Нет, простите. Я была здесь вчера, вы не захотели обслуживать меня. Вы ведь получаете комиссионные с продаж? Да. Биггинс, большая ошибка. Огромная. Мне пора. Все, мы уже легли отдыхать. Фильм уже тоже заканчивается. Надо. А, все, закончился. Ну как тебе, Соф? В конце классно, да, когда он к ней приехал? Да, что так мало? Ну, так вот. Классный фильм, мне тоже нравится. Че, давай спать уже? Время поздно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока. До завтра. Да, друзья, всем пока-пока. До завтра. Пока-пока.